Доброе утро! Вот и начался еще один летний день. Спустилась в огород навестить наших животных. Кролик устроился под яблоней и неторопливо пощипывает травку. Рядом, как всегда, прогуливаются курочки. Индюки с птенцами завтракают из одной миски, шумно, по-семейному. Индюшата всегда держатся рядом. В такие моменты особенно чувствуется ритм деревенской жизни. Неспешный, простой, настоящий. Крольчата тоже суетятся у миски. Они всегда едят с большим аппетитом. Я редко снимаю животных, но если вам интересно, их будни можно посмотреть у Юры на канале. Ссылка на его канал всегда есть в описании под моими видео. А мы тем временем собираемся сегодня к морю. Но перед тем, как выехать, хочу быстро замесить тесто для пиццы. 300 мл слегка теплой воды, 2 грамма сухих дрожжей, пол чайной ложки соли и 500 грамм муки. Для пиццы я всегда использую муку самого мелкого помола тип 00. С ней тесто получается эластичным, а корочка тонкой и хрустящей. Теперь буду вымешивать тесто на столе в течение 6-8 минут, чтобы оно стало гладким, упругим и живым. Теперь делю тесто на 2 части. Из каждой у меня получается пицца диаметром 28-30 сантиметров. Зависит от толщины, кто какую любит. И размещаю отдельно в смазанные оливковым маслом контейнер. Прикрываю и оставляю на 2 часа при комнатной температуре. Прошло уже 2 часа, и тесто хорошо поднялось, несмотря на то, что там мало дрожжей. Теперь убираю в холодильник на сутки, и через 24 часа тесто будет готово к выпечке пиццы. Сегодня решили позагорать и искупаться в Ираклице. Уже почти подъехали. Ираклица – это небольшой живописный поселок на побережье Эгейского моря, известный своими чистыми пляжами и уютной набережной. Из Кренидиса до Ираклицы нам ехать около 20 минут, а из Кавалы всего 10 минут. А теперь молча проедемся по улицам Ираклицы до набережной. Мы уже припарковались, сейчас выйдем к набережной, пройдемся к пляжу мимо таверн. Дальше без слов. Пусть кадры сами передадут атмосферу.
На пляже пробыли около 2 часов, хватило и солнца, и моря, а теперь едем домой под кондиционер. В холодильнике у меня осталось немного свежей голубики, добавлю замороженную чернику и сегодня испеку маффины. Подготовила все ингредиенты для маффинов. Здесь у меня масло мягкое. Добавляю соль. Рецепт оставлю в описании, как всегда. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Йогурт, яйца и йогурт комнатной температуры. Цедра лимона. И мука. Мука у меня уже просеянная и вместе с разрыхлителем. А теперь добавляю ягоды. Здесь свежая голубика и замороженная черника. Выкладываю тесто 2 ложками. Тесто распределила и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Маффины готовы, выпекались они 30 минут, потому что использовала замороженную чернику. Со свежими ягодами обычно хватает и 25 минут. Доброе утро, новый день, и я, как обычно, начинаю его с кофе. Сегодня на террасе и с маффинами, которые пекла вчера. Получились они румяные, мягкие и ароматные. Во дворе спокойно, отовсюду слышны звуки деревни. Такое утро просто хочется прожить медленно, никуда не спеша. Честно говоря, маффины я не очень люблю, но эти с голубикой мои настоящие фавориты, очень вкусные и ароматные. Когда я только приехала в Грецию, у Юры в доме было всего несколько книг на русском языке: «Тихий Дон» Шолохова и «Любовные романы». Но романы я не читаю, так что время от времени бралась за «Тихий Дон». В прошлом году мне прислали посылку с книгами из Лондона. Об этом есть отдельное видео на канале, видео номер 7. Но все равно «Тихий Дон» всегда лежит где-то рядом. Летом на террасе, а зимой дома под рукой на видном месте. Мои немногочисленные растения Герберу посадила в горшок еще в мае. До сих пор она меня еще радует, время от времени даже распускается по одному цветку. Прошли сутки, и уже можно печь пиццу. Тесто я заранее достала из холодильника. А вот так хорошо прижился мой перчик. Тесто уже час простояло у меня при комнатной температуре, а теперь можно формировать пиццу. Формировать буду сразу на пергаментной бумаге.
Разделанное тесто сразу переношу на противень. А начинка у меня сегодня будет копченый бекон, пицца-соус Барилла, сладкий перец, шампиньоны и 2 вида сыра. Это моцарелла и гауда. Духовка у меня уже нагревается до 250 градусов. Соус. Сыр. Сыра я добавляю всегда много. Теперь моцарелла. И бекон. И отправляю выпекаться в хорошо разогретую духовку. Пицца готова. Выпекалась она 20 минут, потому что на толстом тесте. Юра любит именно такую, а я предпочитаю тонкое тесто. Поэтому иногда чередую то толстое, то тонкое. Но всегда она получается аппетитная, вкусная и с хрустящей корочкой. На этом мое видео сегодня заканчивается. Спасибо, что были со мной. Не забывайте отдыхать и находить маленькие радости в каждом дне, даже в самых простых вещах. А если вы еще не подписаны, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий влог.